Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Он весит более 30 стоунов и почти 6 футов ростом. Сложенный как кирпичный сарай, он, вероятно, мог бы раздавить вам череп рукой. Поэтому, когда вас приглашают на задний двор к серебристой горилле, важно помнить, кто здесь главный. О, да. И не смотрите ему в глаза, если не хотите затеять драку. Это были золотые правила, о которых незадачливый турист, возможно, забыл, столкнувшись с самым большим и сильным приматом на Земле на его родной территории в Руанде. Только что он стоял с видеокамерой, великолепное существо. Спокойно следил за группой экскурсантов. В следующий момент его тащили назад через подлесок навстречу ужасающей неопределенной судьбе. Неясно, что именно спровоцировало обычно спокойное животное так решительно отстаивать свою власть. Он долгое время был бесспорным лидером семейства горилл в группе Суза, насчитывающей 39 горилл, которые обитают в горных лесах Вирунга на севере. Граница Руанды, Уганды и Конго, и мы хорошо привыкли иметь дело с нарушителями спокойствия. Он даже довольно дружелюбен с людьми, чьи деньги и покровительство помогают поддерживать отчаянно сокращающуюся популяцию горилл на планете. В настоящее время менее 650 особей разбросаны по нескольким. Площадь этого региона составляет 100 квадратных миль, и без посторонней помощи они могли исчезнуть. Итак, там явно джунгли, и иногда Homo sapiens может пострадать от последствий вольностей с нашим самым умным млекопитающим. Разгадка, вероятно, пришла, когда самец начал угрожающе приближаться к группе туристов во главе с местными рейнджерами, бия себя в грудь, как будто барабан. Внезапно она бросилась на толпу. Затем схватила мужчину в синей куртке с капюшоном за лодыжку и потащила его к деревьям. Возможно, волнение от вида горилл в дикой природе заставило туриста забыть совет, который дали бы рейнджеры перед тем, как все отправились в поход: никаких светошумовых пистолетов. Никакого шума. Не показывать пальцем. Отводи взгляд, если они встретятся взглядом. И растворяйся в земле, если они нападут. Сэру Дэвиду Аттенборо это доставило удовольствие, но шепотом свидетельствовало о раболепии. На этот раз явно было неадекватно. Одно из вероятных объяснений заключается в том, что турист-американец встал между самцом гориллы и истинной целью его нападения. Внимание, молодая самка в дальнем конце группы. Или, возможно, горилла просто играла, не то чтобы это было так. Так казалось тому, кто был похищен громадным мужчиной, похожим на этот, конечно. Игривость могла включать в себя швыряние человека о дерево или шутливый удар по лицу. Трудно установить, что именно произошло между человеком и животным за те несколько секунд, пока пара исчезала. Рейнджеры вмешались, чтобы разнять их, избивая гориллу палками и размахивая яркой одеждой. Турист вышел невредимым, хотя, по словам очевидцев, был несколько шокирован. Горилла вернулась к своему обеду и так и не дала ни малейшего намека на что произошло. Таким образом, встреча остается одним из многих очарований этих прекрасных мест. И невероятно могущественные существа притягивают к себе человека. Но, по крайней мере, это, возможно, дало ответ на старую школьную загадку, что делает горилла весом в 30 камней, когда сидит у вас на коленях. Ответ: все, что ему заблагорассудится. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.